Друзья, я тут задумался, что мы с вами ни разу не дружили Claude Code с DeepSeek, а ведь DeepSeek — это топовая модель. Недавно вышла 4-я версия и Flash, и Pro. По бенчмаркам она очень даже неплоха. И есть изящные способы, каким образом мы можем маскировать запросы к DeepSeek через Claude Code, чтобы он даже не знал, что он шлет свои запросы не в Anthropic. Соответственно, DeepSeek будет использоваться внутри Claude Code, использовать весь его инструментарий, такие штуки, как tool calling и остальные классные механизмы, и мы будем это использовать нативно. А еще мы с вами построим 2 игры параллельно, посмотрим, какая из них лучше работает, и сколько каждая из нейронок, мы будем сравнивать DeepSeek и Opus от Anthropic, сколько они потратили ресурсов для того, чтобы построить эти игры. Вообще будет круто, так что смотрите до конца. Совсем недавно DeepSeek выкатывает свою 4-ю версию, здесь есть Pro-версия, здесь есть Flash-версия. И занимательно это тем, что, вообще говоря, они классные, у обеих моделей контекст в 1 миллион токенов. И по бенчмаркам, если мы посмотрим именно агентские возможности, то новая модель от DeepSeek, вообще говоря, очень мало проигрывает топовым моделям от Anthropic и OpenAI. Для того, чтобы удостовериться, что нам точно стоит посмотреть на эту модель, вот я нашел в Твиттере человека, который разрабатывал маленькую игру одновременно и на GPT 5.5, и на DeepSeek версии 4 Pro, и у него вышла, у DeepSeek значительно хуже игра, но интересные его цифры. DeepSeek потратил практически в 2 раза больше токенов на разработку своей игры, но при этом стоимость общей сессии с DeepSeek была в 5 раз ниже, чем коммуникация с GPT 5.5. Надо понимать, что тесты — это для разработки игры, для агентских задач результат еще круче. В этот раз мы будем использовать DeepSeek через Claude Code с помощью вот такого классного репозитория, который набрал уже больше 20 тысяч звезд на GitHub. На самом деле идея проста и крута. Это приложение позволяет нам поднять небольшой прокси-сервер прямо у себя на компьютере, на котором у нас установлен наш Claude Code. И этот прокси-сервер умеет коммуницировать с локальными LLM, с Alamai, с LLM Studio. Естественно, он умеет коммуницировать с OpenRouter, с DeepSeek, с другими провайдерами. Вся эта функциональность зашита внутри, и в Claude Code нам остается только подменить базовый URL так, чтобы он слал свои запросы в этот маленький прокси-сервер, который работает в нашем компьютере, а прокси-сервер направлял бы свои запросы к DeepSeek, получал бы обратно ответы и отдавал Claude Code. Кажется, что таких решений уже довольно много, но именно в этом прокси-сервере очень хорошая работа идет с tool calling, то есть там очень много оптимизаций зашито таким образом, что даже нестандартные для Claude Code модели типа DeepSeek реально классно работают с инструментами Claude Code, такими как чтение файлов, запись в файлы, удаление, прочие инструменты. Ну и как вы сейчас увидите, не напрасно это приложение набрало 22 тысячи звезд на GitHub. Кстати, не забывайте, у меня для вас 3 базовых условия. Вам нужно прямо сейчас поставить лайк этому видео, подписаться вот там внизу и оставить какой-нибудь комментарий, чтобы это видео круче продвигалось. Если вы погружаетесь в сферу искусственного интеллекта, то внизу есть ссылка на наши крутые мастер-классы по N8N, по Claude Code, по Antigravity и другие про-материалы, которые точно вас за несколько вечеров введут в контекст и хорошо погрузят в тематику, поэтому залетайте в нашу прогруппу с мастер-классами тоже. Нам с вами нужно будет, соответственно, зайти на DeepSeek, если мы пользуемся напрямую их API, и пополнить свой баланс буквально на пару $. Больше класть не надо, вы сейчас увидите, насколько эффективно работает DeepSeek. И нам с вами понадобится вот этот репозиторий, который называется Free Claude Code. Кстати, ссылки на все ресурсы, которые мы используем в видео, я прикрепляю тоже в свою бесплатную телеграм-группу. Заходите, будете идти по моим шагам. Здесь написано, каким образом инсталлировать этот прокси-сервер, но я вам предлагаю сделать покруче. Я вам сейчас дам промпт, который развернет этот прокси-сервер и сразу сделает все красиво. Я открою у себя Antigravity, вы открываете любой другой агентский инструмент, Claude Code, Codex по вашему вкусу или курсор даже, и пишите такое: «Склонируй мне этот репозиторий». Это базовое правило. Мы устанавливаем все зависимости, все запускаем и конфигурим переменное окружение таким образом, чтобы они у нас работали с DeepSeek API. Соответственно, там будет адрес, куда мы шлем запрос, и сама модель ее названия. Эта штука невероятно хороша для того, чтобы параллелить вручную наши запросы. Соответственно, я хочу, чтобы он создал один инстанс, чтобы я мог запускать свой Claude Code, который шлет все запросы через DeepSeek, и один инстанс для того, чтобы мы свои запросы слали через классические инструменты Anthropic прямо в их сервера.
На самом деле этого достаточно, чтобы уже засетапить наш прокси-сервер. Мы просто отправляем этот запрос. Итак, у нас этот процесс занял буквально 2 минутки. Он сначала сканировал весь репозиторий, который нам нужно, потом сделал там файл .env, то есть файл с нашими переменными окружения, засунул туда DeepSeek API ключ. Соответственно, это обычный placeholder, куда мы должны будем прокинуть наш реальный API ключ. И здесь есть модель DeepSeek Chat, но мы заменим ее на нашу последнюю модель 4-й версии Pro. И так как у меня Mac, то нейронка добавила мне, скажем так, быстрые пути для запуска, для удобного запуска и прокси-сервера, и инстанса Claude Code с необходимыми настройками, чтобы он слал свои запросы в DeepSeek API. Соответственно, он говорит, запусти прокси-сервер вот этой командой, а потом для удобства, если хочешь, запускай через команду Claude DeepSeek инстанс Claude, который будет слать свои запросы в наш новый прокси и получать ответы из DeepSeek. А если хочешь запускать обычный Claude, то либо просто запускай Claude как обычно, либо Claude Native, который не подменяет запросы. Давайте сразу запустим два терминала. Один у нас будет слать запросы в DeepSeek, а другой будет слать запросы просто в антропиковский сервер. Только перво-наперво мы запустим сам сервер вот с той командой, которая нам дана нейронкой. Мы нажимаем Enter, смотрим, каким образом он все отрабатывает. И он говорит, я запустил сервер на порте 8082, и теперь мы можем подменять команды или базовый адрес Claude Code, чтобы он слал свои запросы вот на этот прокси. Он, этот прокси, будет перенаправлять все в наш DeepSeek, а потом получать ответы и отдавать в Claude Code. Слева я пишу команду Claude DeepSeek, которая, по идее, должна запустить наш Claude через сам DeepSeek. Мы должны понимать, что так как Claude не имеет представления, что он сейчас будет слать свои запросы не в свои серверы, он у нас переключился на API Usage Billing, хотя обычно я использую Subscription. Он думает, что мы сейчас будем слать запросы в Anthropic API. А здесь я запускаю обычный Claude через команду Claude, и видим, что здесь у меня активирована обычная подписка, то есть не API Usage. В левом терминале я говорю «Привет», и довольно быстро я должен получить ответ от DeepSeek. Здесь я говорю «Привет», получаю ответ от Claude Code, но ответы совершенно идентичны. Я подумал, что прикольно взять промпт, с помощью которого человек вот делал как раз вот эту игру, и я этот же самый промпт буду отсылать и в DeepSeek, и в Opus 4.6, для того, чтобы посмотреть, кто лучше справляется со своей задачей. Итак, я убеждаюсь, что слева у меня активирован Opus 4.7, то есть самая топовая модель от Anthropic, а для нашего прокси-сервера у меня прописан DeepSeek версии 4 Pro, то есть самая топовая модель от DeepSeek. Слева я вставляю наш промпт, который нам генерирует игру. Справа я вставляю наш промпт, начинаю отсылать. Слева начинаю отсылать. Вот это именно тот промпт. Давайте посмотрим по времени, кто, во-первых, справится быстрее, а во-вторых, какое качество игры получится на выходе. Пока модели думают по 1 минуте, и оба пишут, что, вернее, Claude пишет, что я почти завершил с размышлениями и слева и справа. Проверяем, вот наш сервер, да, реально запросы шлются через него, то есть все пока работает как запланировано. Так, DeepSeek чуть-чуть побыстрее проанализировал весь наш промпт, то есть за 4 минуты, и говорит, что я готов начать строить игру. Сам Claude Code и модель от Anthropic пока не перешли к действиям построения, пока только анализируют. Так, наш DeepSeek продолжает думать, уже 12 минут идет, а за 12 минут 30 секунд наш Opus выдал мне HTML-файл по его задумке, но что-то произошло явно не в ключе, в котором мы ожидали, потому что и файл неполный, и он выдал нам это все в терминал вместо того, чтобы сохранить в HTML-файл. Здесь я попробую ему сказать такое. Сохрани это все в файлы, для того, чтобы попытаться его заставить все-таки сделать HTML-страницу, как мы его и просили с самого начала, для того, чтобы попробовать эту игру на вкус. При этом DeepSeek работает уже 13 минут, что намного дольше, чем заявлял человек в Твиттере, который пробовал создавать по этому промпту эту же игру. То есть DeepSeek у него справился за 9 минут, а GPT, понятно, что у нас Opus, GPT за 7 минут, но у нас пока ни то, ни другое не отрабатывает по заявленным бенчмаркам. И опять же, здесь было затрачено 18 тысяч токенов, тут мы видим, что уже 23 тысячи токенов затрачено у нашего DeepSeek. Так, смотрите, на 14 минуте нам DeepSeek выдал большой-большой файл, и
И здесь поведение на самом деле больше соответствует тому, что мы привыкли видеть в Claude. Соответственно, у нас он спрашивает: ты хочешь, чтобы я сохранил это как HTML-файл? Конечно, я хочу. Сейчас мы попробуем это все сохранить. Смотрите, здесь почти 2000 строк кода для этой игры. А вот Claude Code оригинальный до сих пор думает, как же это все сохранить в отдельный файл. Так, наконец-то теперь и наш Claude Code оригинальный спрашивает, хотим ли мы все сохранить как индекс HTML. Конечно, хотим. Кстати, количество токенов затраченное, уже практически сравнялось с DeepSeek. 26 тысяч токенов, здесь до сих пор 29,6. Но, смотрите, он сразу все сохранил. Говорит, запусти файл index.html, а потом нажми Enter, и игра запустится. Ну что, идем тестить, пока наш DeepSeek до сих пор думает. Вот наш index.html в папочке Claude Code. Запускаем. Так, нажмите Enter, чтобы начать гонку. W вперед у нас акселерация, назад брейк, влево-вправо мы рулим, Space мы дрифтуем, Shift мы бустим. Так, давайте, нажимаю Enter. Так. Я поехал. Я еще красненький. Ой-ой-ой, нормально. Так. Что-то. Ой, блин. Так. Пока мы с вами что-то не очень, ребята. Да, он бустит именно когда... Да, мы можем дрифтовать. Отлично. Нам нужно собирать, наверное, эти золотые штучки. Да, для того, чтобы было больше буста. Да. Плюс 50 скор, отлично. Да. Так, если честно, это вполне себе играбельно, я бы так сказал. Вообще прям даже неплохо. Хорошо, давайте пойдем посмотрим, что там у нас происходит с DeepSeek. Мы с вами приехали на последнем месте. DeepSeek у нас все еще думает. Ждем. Так, мы подошли к некоторому майлстоуну, этапу, и он говорит, что я все-таки нашел много вопросиков в этой реализации, и давайте я их еще поправлю. То есть мы с вами еще ничего не видели, не пробовали, но DeepSeek продолжает там внутри итерировать. Ждем еще. Так, теперь он собирается переписать весь файл со всеми пофикшенными вопросиками. Хорошо, давайте еще подождем. Итак, наконец DeepSeek нам выкатил все изменения, которые он хочет сделать, предлагает опять перезаписать файл, соглашаемся на это, ждем. Кстати, уже прошло 29 минут, вот уже 30-е, и потрачено 60 тысяч токенов. Напоминаю, что Opus у нас справился за 12 минут. И, кстати, было потрачено 124 тысячи токенов, но произошло это намного быстрее, чем 60 тысяч от DeepSeek. Ждем дальше. По завершении 35 минут 51 секунды наша игра от DeepSeek готова. 1620 строчек кода, 55 килобайт. Надо запускать и пробовать ее на работоспособность. Что ж там такое полчаса происходило? Так, вот наша игра от DeepSeek. Мы должны нажать Enter, чтобы стартануть. Управление, судя по всему, все такое же. Нажимаем Enter. Так, где-то мы уже стоим не на трассе, я вижу. Так, куда-то мы поехали не в ту сторону. Так, вот это помигивание интересно. И машину все время ведет вправо. Ага. Так. Я думал, если честно, что я красный. О, ничего себе, тут какие-то новенькие штуки. Так, разрыв трассы. Да, понял. Хотя бы одного мы должны обогнать. Да, буст. Да, идем. Угу. Если честно, это выглядит и ощущается несколько хуже, чем Claude Code, но на самом деле не так разительно хуже, как было описано в том посте в Твиттере. Давайте попробуем закончить трассу. Так, у нас позиция 5 из 5, хотя одного мы вроде обогнали. И мы сейчас на последнем круге, то есть у нас 3-й круг из 3. Да, и сразу начинается новая игра. Так, и мне кажется, самое интересное, что нам осталось сделать, и посмотреть, сколько нам стоила вся эта игра. Вот у меня свежий API-ключ. Да, вот мои все 16 запросов к DeepSeek.
Я потратил всего 1 300 000 токенов, но понятно, потому что там на input очень много токенов, которые практически бесплатные, а на output у нас 70 000 токенов, которые мы видели в Claude Code, и все это стоило нам 10 центов. Мне кажется, на самом деле это довольно эффективно по своей стоимости. Вы видели, качество не сильно отличалось игры. И надо сказать, что для агентских задач, в принципе, не намного хуже все это работает, поэтому обязательно надо пробовать. Кстати, если вам нужен будет весь исходный код этого прокси-сервера, либо этих обеих игр для того, чтобы как-то продолжать дорабатывать, я в прогруппу их тоже положу. Если что, туда залетайте, там их забирайте. Ну, а на этом у нас все. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, комментите, залетайте в нашу прогруппу, осваивайте искусственный интеллект.